Привет, Арми. Заключительный день мирового турне BTS Ring в Мехико был не просто концертом, он напоминал финальную сцену большого, эмоционального фильма. 65 тысяч членов армии заполнили стадион GNP Seguros. Море фиолетовых светящихся палочек проносилось по каждому уголку стадиона, и среди всех этих аплодисментов наибольшее внимание в тот вечер привлекли Ким Тэхён и Чон Чингук. С самой первой песни Тэхён выглядел так, будто знал, что этот вечер запомнится навсегда. Его взгляд был острым, его улыбка мягкой, его движения непринужденными, но в то же время убийственными. Все фанкамы запечатлели одно и то же, аура Тэхёна в тот вечер была действительно другой. И что делало все это еще более захватывающим, так это постоянное присутствие Чингука рядом с ним, который с каждой минутой не отставал от все более бешеной энергии Тэхёна. Они выглядели как два лучших друга, решившие насладиться своим последним вечером без ограничений. Но затем произошло нечто совершенно незапланированное. Внезапно сильный ветер пронесся по открытому стадиону в Мехико как раз в тот момент, когда Тэхён и Пак Чимин были в разгаре своего выступления. Волосы Чимина были идеально развивались на ветру, фиолетовое свечение лайтстика заполнило фон, в то время как Тэхён стоял со спокойным, но напряженным выражением лица, словно он действительно оказался в кино. Весь стадион закричал. Многие ARMY на фанкаме даже отметили, что этот момент слишком идеален, чтобы быть совпадением. Одна фанатка написала: «Этот ветер, должно быть, часть концерта». И, честно говоря, все чувствовали то же самое. Но по-настоящему сердца ARMY затрепетали, когда Тэхён обернулся и посмотрел на Чимина с легкой улыбкой, словно наслаждаясь прекрасным хаосом, который только что произошел. Это была не просто сценическая химия, это был момент, который казался живым, естественным и полным эмоций. Затем атмосфера полностью изменилась, когда зазвучала песня «Body to Body». Все участники потеряли контроль над собой в самом лучшем смысле этого слова, но Тэхён и Чингук действительно были в центре восхитительного хаоса этой ночи. Тэхён игриво толкал Чимина, смеясь, затем появился Чингук с поистине взрывной энергией. Они бросали друг другу вызов, подбадривали друг друга, бегали по сцене, смеялись без остановки и заставили весь стадион потерять дар речи. Каждый раз, когда Чингук приближался к Тэхёну, зрители кричали еще громче. Их химия казалась естественной, в ту ночь все было дико и свободно. Даже на фанкаме было видно, как счастливо они наслаждались последними моментами в Мехико с арми. С одной стороны, Чимин подбросил свою куртку в воздух, как настоящая суперзвезда, а Чон Хо Сок широко улыбнулся и сказал, что Мексика для него как дом. Но среди всего этого прекрасного хаоса Тэхён оставался в центре внимания. Потому что он не просто выступал, он действительно чувствовал каждую секунду этой ночи. А когда закончилась финальная песня, атмосфера на стадионе стала эмоциональной. Никто не хотел уходить домой. Фиолетовые светящиеся палочки все еще мигали, десятки тысяч голосов все еще подпевали, а Тэхён молча стоял, глядя на море ARMY перед собой. Чингук был неподалеку, наслаждаясь зрелищем, которое они, вероятно, запомнят на всю жизнь. Тэхён слегка улыбнулся, а затем посмотрел на толпу, словно пытаясь запомнить каждое лицо, прежде чем попрощаться. Этот момент вызвал слезы у многих ARMY, все это казалось концом великой главы. Но даже после того, как закончилась последняя песня, стадион все еще был оживлен. ARMY не переставали петь. Их голоса эхом разносились по стадиону GNP Seguros, создавая море звуков, которое заставило участников BTS просто замереть на мгновение и насладиться моментом. Камеры фанкамов продолжали снимать, но в тот вечер было что-то другое. Никто не хотел просто запечатлеть концерт, все хотели лишь удержаться за мгновение. В разгар всего этого Тэхён медленно подошел к краю сцены. Свет стадиона отражался от его лица, его волосы мягко развивались на ночном ветру Мехико, и на несколько секунд он просто стоял там, глядя на ARMY. Не говоря ни слова. Не исполняя песню. Просто смотрел. Это был простой момент, но именно он разбил сердце многих фанатов. Потому что Тэхён выглядел так, будто не готов прощаться. Внезапно Чингук подошел сзади и игриво толкнул его в плечо. Весь стадион взорвался криками.
Чингук громко рассмеялся, пытаясь отвлечь Тэхёна, который явно был слишком эмоционален. И, как обычно, Тэхён мгновенно преобразился. Он усмехнулся, опустил голову, а затем оттолкнул Чингука, притворяясь раздраженным. Это небольшое взаимодействие длилось всего несколько секунд, но для армии это был тот самый момент, который делал концерт таким человечным. За всеми этими яркими огнями, сценическими костюмами и роскошным оформлением они оставались 7 людьми, просто желавшими насладиться своим последним вечером вместе. Химия между Тэхёном и Чингуком в тот вечер была невероятно теплой. Не только потому, что они постоянно были вместе на сцене, но и потому, как они поддерживали друг друга. Каждый раз, когда Тэхён, казалось, слишком погружался в свои эмоции, Чингук приходил, чтобы разрядить обстановку. И каждый раз, когда Чингук начинал слишком бурно себя вести, Тэхён просто смеялся вместе с ним, словно они понимали, что этот вечер слишком ценен, чтобы тратить его на грусть. Затем в очередной раз стадион взорвался аплодисментами. Музыка стихла, свет стал мягче, и участники начали обходить сцену, чтобы поближе поприветствовать ARMY. Тэхён взял свой ручной микрофон и начал говорить медленно. Атмосфера мгновенно затихла. Хотя не все понимали каждое слово, все чувствовали его эмоции. Он сказал, что Мехико всегда будет занимать особое место в его сердце, что энергия ARMY там такая теплая, такая живая, и им никогда не захочется уезжать. Пока он говорил, большая камера стадиона проецировала его лицо на гигантский экран, и можно было видеть, как его глаза буквально наполняются слезами. ARMY тут же закричали еще громче. Некоторые плакали, некоторые просто крепко держали свои светящиеся палочки, пытаясь насладиться последним моментом. А рядом с ним Чингук просто стоял и смотрел, как говорит Тэхён. Его взгляд был мягким, его улыбка была легкой, как будто он тоже знал, что этот момент станет одним из самых эмоциональных воспоминаний всего тура. Затем интернет снова сошел с ума от одного конкретного фанкама. На нем Тэхён на мгновение замер, потому что толпа слишком громко кричала. Он выглядел удивленным, затем застенчиво рассмеялся, опустив взгляд. Но еще больше фанатов взбесила реакция Чингука после этого. Чингук улыбался и нежно похлопывал Тэхёна по спине, как бы говоря, «Посмотри, как сильно они тебя любят». И, честно говоря, весь стадион в тот вечер словно влюбился в Тэхёна. Даже другие участники группы наблюдали за ним, временами наслаждаясь атмосферой. Чимин продолжала улыбаться, наблюдая за выходками Тэхёна и Чингука, а Чон Хо Сок все еще энергично прыгал, как будто концерт только начался. Все эмоции смешивались – счастье, хаос, ностальгия и грусть, потому что ночь наконец-то подходила к концу. Как раз когда армии подумали, что сюрпризов больше нет, заиграла заключительная песня. Весь стадион превратился в море фиолетового света, ярче, чем когда-либо. Тэхён и Чингук шли бок о бок к сцене, махая руками во все стороны, принимая небольшие подарки от фанатов, беря телефоны некоторых ARMY для записи видео и продолжая улыбаться, несмотря на явные эмоции. Был один короткий момент, который позже стал вирусным в социальных сетях. Тэхён остановился, посмотрел на верхние ряды трибун и глубоко поклонился ARMY. Это была не просто быстрая формальность, это был долгий, благодарный поклон, как будто он действительно хотел выразить признательность всем присутствующим в тот вечер. А когда он поднялся, Чингук тут же обнял его за плечи, посмеиваясь. Стадион снова взорвался, это казалось идеальным завершением эмоционального вечера. Наконец, с неба стадиона посыпались конфетти. Белые кусочки бумаги порхали в воздухе, музыка постепенно затихала, и один за другим участники начали уходить со сцены. Но Тэхён обернулся в последний раз. Он посмотрел на армию, улыбнулся, слегка помахал рукой и, наконец, исчез за светом софитов. И по какой-то причине именно этот простой момент было труднее всего забыть. Потому что последний вечер в Мехико был не просто большим концертом, не просто вокалом, танцами или грандиозным представлением. Тот вечер был особенным, потому что все казалось реальным. Ветер подул посреди песни, хаотичный смех Чингука, нежный взгляд на армию и трогательное прощание в конце концерта – все это казалось сценой из фильма, которую невозможно повторить в точности.
Вот почему видео с выступления того вечера, снятое фанатами, продолжает просматриваться миллионы раз. Потому что люди видят не просто айдола на сцене. Они видят Ким Тэ-хёна, который остается самим собой. И, возможно, это самое прекрасное выступление, которое артист может подарить своим поклонникам.